Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Июнь 2025. События на пороге. События с первых дней месяца. И знаки судьбы. Достанем 3 карты. Давайте узнаем, каков будет июнь через подсказки карт. И помним, что это лишь метафора, поэтому будем реалистами. Любой расклад, прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но мы допускаем развитие альтернативных вариантов событий, вместе размышляем, предполагаем, ну, может быть, и делаете какие-то выводы. Я же вас хочу пригласить на свой сайт, и я оставлю ссылку в описании под видео. Там будут 2 ссылки. Первая на астрологический гороскоп на июнь 2025. И вы можете прочитать, какие энергии господствуют в июне. Вообще это доброе время. И события до конца 2025 года, июнь и июль, могут быть, точнее, знаковыми месяцами, когда вы можете как и с чем-то определиться и одновременно понимать, зачем вам это нужно. Мы с вами идем вперед, и, скорее всего, события июня, они где-то будут продолжены, или продолжено будет то, что уже имело значение в мае. Есть взаимосвязь. Вторая половина мая – она в более таких добрых, позитивных энергиях. Но даже если приходится какие-то выводы сделать, значит, это необходимо. Вы можете что-то прояснить. Основная тема, что я сделал раньше или как я поступила, например, да, и на сегодняшний день. А что у меня есть? А что я имею? Для чего это было нужно? Каков результат? Ну, давайте узнаем. Первая карта. События на пороге. События с первых дней месяца. Достанем 3 карты знаки судьбы. Первый знак судьбы. Что нужно знать? Что нужно услышать? Второй знак судьбы. Что принять во внимание? Третий знак судьбы. Перемешаем. Перемешаем и продолжим. Что придет? А что уйдет? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? Чего не упустить? И чего опасаться, как себе не помешать, что принять во внимание? События на пороге. Поездка у кого-то конкретно или переезд, может быть, готовится к переезду, или вы уже готовитесь, какие-то документы готовите, или, ну да тут кто-то вещи готовит, кто-то просчитывает, чем вы будете заниматься, источники дохода, как вы можете свои знания, умения, ресурсы переложить, как на возможность, да, зарабатывать деньги. По 6 мечей всегда ведь это карта заслуженного успеха. Это не тот успех, который вот буквально сейчас приходит. Нет, это через какой-то период. Но эта карта больше показывает отправную точку, как точку невозврата. Что вы для себя, какие приоритеты поставите. Вот пришло время у вас действительно с чем-то определиться или делать выбор. По этой карте мы часто начинаем либо учить языки, может быть, язык программирования, потому что пространство всегда идет по этой карте, тем более мечи – это пространство, эфир, интернет. И мы можем продумывать работу из любой точки мира. Может быть, посредством интернет. По этой карте мы увеличиваем собственную популярность. Или мы больше где-то открыты как и миру, так и расширяем собственные горизонты. Потому что прежний какой-то берег – он нам, может быть, не дает раскрыть все таланты, и у кого-то переезд будет связан с релокацией офиса или потому что вы сами чего-то не хотите. Здесь по этой карте, как событие на пороге, вы можете такое, знаете, для себя сделать как вывод. Мне все надоело, правда. И тут предпосылок масса, самые разные, из разных сфер жизни. И где-то вот это надоело для кого-то, пусть не для всех, но для некоторых из вас как пункт невозврата. Потому что я здесь, ну, больше не могу по разным причинам. Меня смотрят люди из разных стран, у кого-то, может быть, и обстановка подталкивает вас к таким выводам. И мы можем и быстро собраться и куда-то поехать. Или просто, даже если нет никаких у вас наметок на то, чтобы куда-то переезжать далеко, период июня может быть связан с множеством каких-то перемещений. Но вам это будет нравиться. События с первых дней месяца и выбор, конечно. По 7 кубков есть момент иллюзорности, поэтому нельзя на себя одеть розовые очки. А ведь по этой карте, это, знаете, много эмоций, причем таких со знаком плюс.
Может быть, и нравится о чем-то думать, но тогда надо быть реалистами, переложить что-то на практику, я бы сказала. Тут все-таки, даже если что-то было обещано, мои дорогие водолеи, тут нужно задать себе вопрос, а что я буду делать, если я останусь один на один с какой-то ситуацией или в новой местности. Все-таки вот эта предыдущая карта, она нас возвращает к реальности в первую очередь, ведь это карта мужества. У нас хватает мужества идти вперед. И мы понимаем, что еще впереди так темновато, там непонятно, что нас ожидает. И значит, мы прозорливы, где-то внимательны и готовы пройти вот этот путь в одиночку. Хотя тут у нас несколько кораблей, лодок, да, изображено. Может быть, кто-то подобный путь уже и прошел, куда вы намереваетесь, например, переехать, и у кого-то буквально родственники где-то находятся, да, куда вы тоже намереваетесь переехать, или какие-то иные контакты, может быть, и по работе. Что-то тут вас зовет вперед. И выбор-то придется делать с первых дней месяца. Но такой, знаете, рациональный выбор. И по семерке, вот посмотрите, много кубков. И выбор тоже может быть неоднозначный. Давайте откроем знаки судьбы. Карта праздника. Может быть, и есть какие-то такие детали, которые по тройке кубков иногда, ну, бывает такое, выбирают словно не нас. Может быть, это какая-то история из прошлого. У кого-то из вас подобное по работе, может быть, да? Вы намеревались какой-то проект осуществить, а там какая-то обстановка складывается, когда, может быть, руководитель на определенную должность выбирает не вас. Вот я такое могу допустить. Что-то подобное может быть и в личной жизни. Или это было. Все же эта карта говорит как знак судьбы. Стало быть, здесь все же нельзя, правда, замечтаться. И вот этот выбор вам нужно делать очень правильно. Хотя, если вот в той концепции, когда выбирают именно не нас, пусть не для всех, карта праздника, понимаете, но иногда имеет такое, знаете, как третье лишнее значение. Ну, правда, поэтому это нужно озвучить. Так вот, именно когда вы чувствуете что-то подобное, для вас это может быть побудительным мотивом, как знаком судьбы, что тебе нужно идти вперед. Ты уже как будто, ну, может быть, в данной местности или на данном месте, или то, что ты хотел по своему намерению или цели какой-то, тебе тоже нужно переиграть, пересмотреть, не дожидаться, когда именно тебя выберут, а двигаться самому. И где-то все предыдущие карты могут говорить и о выборе, так и вот о новом направлении. Вы можете задуматься поменять работу, просто даже задуматься. А хотя прежде вы ничего подобного даже не предполагали. Тут какая-то и ситуация такая может стать выбора, когда вам что-то может как и не понравиться, или наоборот. Иногда тройка кубков это может свидетельствовать о вдохновении, что вас какая-то идея увлекает. Вот идея увлекла, а остальные уже остались по боку. И такой может быть побудительный мотив. Но, правда, выбор может быть и не так просто сделать. Но как будто сделать необходимо. У нас с этого начинается расклад. Второй знак судьбы, что нужно услышать. Все-таки я вижу, что какая-то отправная точка маршрута в ее не присутствует. Может быть, вы приводите в баланс свои дела, разбираетесь с какими-то непонятками или двойственными ситуациями, двойственными или тройственными отношениями. Тут у каждого по-своему. Но вы держите курс вперед, в будущее. И эта карта, пусть это как марафонский забег, но эта карта выбора правильного направления лет на 10-20. И здесь нет ничего невозможного. Сияйте, как звезда. Значит, для кого-то, правда, раскрыть ваши таланты, может быть, вот не в том месте, не на той работе, где вы сейчас трудитесь, а может быть, это ваше личное дело, ваше какое-то творчество, хобби. Среди вас очень много таких людей, которые занимаются не просто вот творчеством, а это что-то инновационное. Когда вы можете явить буквально миру что-то такое, о чем никто не предполагал, создать какой-то шедевр. Или, может быть, то, что вот креативите вы, да, или тот продукт, который вы намереваетесь создать, он будет, знаете, ну, как открытием для некоторых людей. Это будет что-то переложенное на практику, что многих может не просто зацепить, а тоже в людях поможет раскрыть их таланты. Ну, самые разные направления.
Но опять же проходит расстояние, мы будем говорить буквально в километраже. И поэтому кто-то, как знак судьбы, собирается очень далеко. Может быть и так. И приводит в порядок все свои дела. Это тоже как знак судьбы. Третий знак судьбы. Но есть еще то, или должно быть продумано, по крайней мере, что следует сохранять. Не то, что мы тут прям революционно все ломаем. Нет, это точно. Выбор вот надо делать очень осторожно, потому что по четверке пентаклей это карта жадины, да. И это даже со знаком плюс, это как знак судьбы. И это какая-то стабильность финансовая вами должна быть просчитана, это точно. Вам об этом хотят сказать. Мы не можем так с места в карьер ринуться. Может быть, мы и можем, но чтобы не было каких-то сюрпризов в будущем, нас карта призывает все-таки быть реалистами. Одновременно может быть для вас возвышенное и земное. Вам нужно будет совместить в июне. И вы будете искать как и новые формы, новые возможности или новых людей для взаимодействия. Хотя, может быть, уже и люди есть. Но все равно я тут вижу развитие, расширение. И по карте звезда, помните, наша жизнь – это не спринт, это марафонский забег. Никто придет быстрее, да, и раньше к финишу, а тот, кто это может продолжить на длительный период времени. Значит, какие-то на практике разумные решения все-таки вам предстоит делать. Где-то себя, я бы сказала, останавливать. Это как знак судьбы. С одной стороны, может быть, мечтания, какие-то цели. 7 кубков мы говорим, да, и каждый привлекателен. А вот выбрать нужно именно что-то одно, максимально близкое к жизни, к реальности. Что придет? По этой карте, знаете, добрые дела наспех не делаются, и все плоды упадут к нашим ногам ровно в то время, когда созреют. Семерка пентаклей. Есть какая-то пауза, или, в принципе, что придет? Неспешность июня месяца. Неторопливая. Может быть, все то, что я говорила, завершение некоторых дел, прояснение некоторых вопросов. У кого-то оформление документов конкретно. Бывает по семерке пентаклей, когда мы... Допустим, ну, самая разная палитра. У кого-то это может быть оформление жилья, у кого-то просто в бумаге, у кого-то виза, или подготовка, опять же, правда, даже по работе, пусть какого-то проекта, но нужно что-то доизучить. Или когда мы вынуждены ждать какой-то регламент. Так тоже часто бывает, потому что на выдачу определенных бумаг присутствует несколько дней, мы должны подождать, пока подписи, согласования, печати будут поставлены. Вот что-то такое, некоторая заминка, может она у вас быть, что приходит. Или в целом карта говорит, ты и сам не торопись, у вас 2 семерки. Есть, вот знаете, такая фраза, спешка нужна при ловле блох. Вот, ну, может быть, и не очень красиво звучит, но тем не менее, семерка кубков, выбор, да? Глаза словно разбежались, что ж тут взять из этих кубков? Четверка пентаклей говорит, нет, и тут как-то следует сузить свои интересы, по крайней мере, на время. Интересы, они должны оставаться, понятно, но для того, чтобы сейчас что-то воплотить в жизнь, здесь нельзя какую-то многозадачность на себя навесить. Или нельзя заниматься многими делами одновременно, в надежде получить какой-то триумф или такой вау-результат. Значит, при выборе это нужно учитывать, а также при тех вещах, которые определенно следует сохранять. А не так, что мы все перечеркнули, хоть нам и говорят уже дорога вперед. Но есть, видимо, что-то в прошлом, мои дорогие водолеи, что будет полезно в будущем. Подумайте. А что уйдет? А вы знаете, вот карта добрых эмоций, хорошего настроения. Но вообще это еще и мечты проходит. Это еще проходит, когда мы вдохновляемся каким-то проектом. Может быть, тот проект, мы где-то с вами говорили, которым вы занимались прежде, тут посмотрите и примите во внимание, что нет, как-то идет со скрипом, нет смысла продолжать. Или какая-то идея, которую вы, может быть, даже на работе, да, хоть это у нас и кубки, вроде как личная жизнь. Так вот, вы думали, например, что вот именно эта идея, она получит продолжение, а тут тоже что-то либо стопорится, либо какие-то обстоятельства, и вы тоже можете передумать. Или эту идею вашу отдали кому-то, такое я тоже могу предположить. Или, знаете, уходят по этой карте иллюзии.
самое главное. А вверху у нас 7 кубков. И все то, что мы с вами говорили. Может быть, и есть конкретный человек, от которого вы получили какие-то обещания. Может быть, есть именно по личной жизни какая-то история, такая, которая греет душу. Об этом хочется думать. Но по пажу кубков это не зрелость. Это не то, на что мы можем опереться. Или на того человека, который готов нам в любую минуту прийти на помощь. Все-таки это паж. И некоторая либо инфантильность, она уходит, либо это даже ваши где-то наивные мечты, кстати, могут уходить тоже, мои дорогие водолеи. Почему? А потому что вы становитесь, или жизнь заставляет быть вот этим самым практиком, себе не навредить. И поэтому, может быть, что-то и нравится, но с учетом предыдущей карты. А сейчас этому не время. Это как будто не первоочередное. Поэтому что уходит? План минимум, план максимум вы будете, скорее всего, корректировать в зависимости от той обстановки, которая присутствует, и в зависимости от того, что максимально продуктивно осуществить сейчас. Ну, видимо, хочется вам результата, мои дорогие водолеи. Вот я вижу, что вы идете к результату. Поэтому тут и, кстати, и даже какие-то эмоции тоже уходят. И в этом плюс, потому что мы более реально видим жизнь. Что же вот действительно сейчас имеет место быть. А что будет продолжено? Смотрите, путь к финансовому успеху. И по этой карте, да, заработки часто по этой карте мы можем важные согласования провести, что будет продолжаться. Вообще шестерка – это всегда как вершина наших приложенных усилий, даже по нумерологии. Почему в картах Таро 6 – это всегда победа. И у вас 2 шестерки, кстати, выпадает. Значит, прежде как вы чем-то занимались, если мы по первой карте говорим, или это не новая идея, тут, скорее всего, ну, пусть даже вы не прикладывали пока прежде к этому усилия или не узнавали, но сама идея-то она не новая. Явно уже в вашем сознании она зародилась не вчера. И о собственном благополучии, изобилии, процветании где-то тоже. И вот правильно эти действия, которые вам нужно, с одной стороны, и рассчитать, и где-то, чтобы эмоции вам ни разу не мешали. Обе карты практики. Одна рационализм, вторая материальный успех. Ну, о чем говорить. И здесь вот именно достижения в плане работы, вашей занятости, вашего творчества, а это финансовый успех. И вам нужно обе эти карты или 2 направления совместить. Тут, правда, вы можете даже в себе, мои дорогие водолеи, в течение июня заметить такую особенность, что прежде бы вас легко было зацепить на эмоции, а теперь у вас словно холодная голова. Вот уже не одна ведь карта выпадает, да, вот эти все 3, в разных позициях, которые больше вас как к какому-то будущему или какому-то будущему проекту. И вы понимаете, видите жизнь такой, как она есть. По крайней мере, карта больше за то, и основное количество из вас как раз и может продумывать, какие шаги мне нужно предпринять, чтобы я словно вот как выстрелил, да, и по мишени, и попал в яблочко. И по этой карте, знаете, приходят к нам, допустим, люди на помощь, если нам нужно закрыть какую-то финансовую проблему, может быть, совершить какой-то платеж, да, самые разные. И пусть на время нас могут выручить деньгами. По этой карте нам помогают дельным советом. Есть какое-то взаимодействие, но эта карта не предусматривает, опять же, что мы транжирим деньги. Мы больше кумулируем, мы создаем подушку безопасности. И карта говорит, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Для вас вот этот прогресс в сторону финансового успеха, он неотъемлемо связан с правильным распределением денег, мои дорогие. Вот так неоднозначно. 2 карты. Значит, не просто даже какая-то идея, а ее нужно переложить в какую-то реальную плоскость и иметь заначку. Вот правда, вот что сказать. Это должно быть буквально продолжено. Чем не соблазняться? Ну вот надо же. У вас выпал паж кубков, а это рыцарь кубков. Это уже рыцарь, это уже действие, да? И все то, что я сказала по пажу. Может быть, и есть какие-то контакты, конкретный человек, который вам дарит
вдохновение, эмоции, признается в любви, к вам приезжает, или вы к нему, или вы где-то встречаетесь, и здесь у каждого по-разному, у кого-то отношения даже могут проиграться, на расстоянии вы планируете съехаться. Но чем не соблазняться, опять же? Эмоциями, мои дорогие. Или эмоции вам должны, как вдохновение, помогать. Но по этим двум картам рассчитывать на кого-то нет. Рассчитывайте сами на себя. А вот на что нужно соглашаться? Ну вот как раз про полярные карты. Карта Иерофант. Это когда мы все делаем по закону. Это когда у нас буквально подписано на бумаге. Или что-то прописано в договорах, будь то работа, или в отношениях. Может быть, вы пересматриваете, как и контракты в июне месяце рабочие, как вы можете пересматривать, что-то даже улучшать, да, если мы контракты, может быть, и брачные договоры, так тоже бывает, да. Но это мы делаем что-то с основой на закон, и это карта стабильности. Поэтому это карта традиции, с учетом традиций. Тут наоборот нам это где-то помогает. Ну и буквально мы уважаем систему иерархии по этой карте. И мы не идем ни против закона, ни против вот этих ступеней иерархии. Мы, где-то власть не пытаемся причесать против шерсти, если это конкретное взаимодействие с руководителем. Не должно быть какой-то конфронтации или споров. Нужно будет договариваться, все-таки это присутствует. Но для вас это, знаете, какая-то фундаментальная стабилизация вашей жизни. И обе карты, как и 6 пентаклей, так и 4, они ведь тоже где-то об этом. И я должна сказать, Иерофант нищий не бывает. Поэтому мы можем переложить вот на что соглашаться, на финансовую стабильность. Поэтому продумывать свои, может быть, идеи и придется с той позиции, а как это будет выглядеть в материальном эквиваленте. По крайней мере, такой вопрос себе задать. И одновременно в эквиваленте согласований, бумажных каких-то оформлений, подписаний и по закону тоже. Чего опасаться? Ну, вы знаете, тут опасаться, когда вот двояко, да, рыцарь у нас выпадает пентаклей. Это тот рыцарь, который едет медленно. И вроде бы, да, что приходит? Приходит какая-то, мы сказали, как добрые дела наспех не делаются. 7 пентаклей – это тоже некоторая заминка. Но, видимо, для вас, мои дорогие водолеи, придется, знаете как, немножко разграничивать все-таки. Видимо, в июне будут те случаи, мы говорим регламент. Если нужно подождать конкретно документ или вот это ожидание, оно связано не с тем, что вы что-то ставите на паузу, а когда именно обстоятельства вас где-то вынуждают дождаться нужного документа или важного решения, что-то просчитать. То есть рационализм какой-то он все-таки присутствует, то это как со знаком плюс. Но что вам может помешать или чего опасаться, когда вы искусственно где-то застреваете в том или ином вопросе, или когда вы думаете, что я попробую сейчас какой-то прежний проект, но я его разложу по полочкам, или я где-то напишу какую-то инструкцию или детализирую, и мне это поможет. Вот это не поможет, мои дорогие. А я бы еще сказала, если вот эти мы смотрим две карты, на что соглашаться. Иерофант – это человек, умудренный опытом. Если вот мы просто про личность. Это может быть как символ руководителя, к примеру. И я должна сказать, для тех из вас, ведь это карта учителя. Это где-то тот человек, как философ, да, который может и вдохновить, правда, но это тот, который дает дельный совет. Вот, может быть, даже советы где-то фильтровать вам придется. Одно дело, приятные какие-то советы, но они никуда не ведут. Да, вдохновение нам добавляют, а на практику, увы, не переложишь никак. А здесь такой совет, знаете, он не то чтобы уж очень вдохновляет, но он раскрывает какую-то правду, истину о нашей жизни. И вот к этому следует прислушаться. И тогда, если два разных человека, доверяй тем людям, которые надежные, но не тем, может быть, которые тебя кормят обещаниями или говорят, вот, к примеру, даже по работе. Прежде чем мы тебе повысим оклад, жалование, ты должен себя проявить, в каких-то там деталях показать. Вот, наверное, не стоит этому доверять. Тут нужно
как минимум, может быть, дополнительную какую-то либо работу, либо как-то подумать, а будут ли эти слова исполнены, или пусть это будет прописано. То есть есть все-таки вот эта тонкая, едва уловимая грань между тем, что когда мы ждем конкретный документ, да, или то, что мы ждем по регламенту, или когда мы можем где-то соскользнуть, расслабиться. По этой карте нам хочется, чтобы все шло своим чередом. А первая карта нам говорит все-таки о том, что драйва-то явно будет больше, и на что-то нужно решиться. Так вот, по шестерке мечей мы решаемся. Отплыть от прежнего берега. Мы с этого с вами начали. А по рыцарю Пентакли он ни на что не решается. Он наоборот, он едет медленно, он в чем-то застревает, есть такой момент. Вот и вы не застревайте в позиции, чего опасаться, что вам может помешать. Идем вперед, но какая-то перезагрузка или выбор явно присутствует. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи. Странный расклад, если честно. Буду благодарна вашим комментариям. И будьте счастливы, мои дорогие, будьте любимы всегда.